Друзья, всем привет! Вы смотрите и слушаете «Русское радиошоу» — подкасты и видео для тех, кто изучает русский язык. Я Сергей, ваш учитель русского языка и радиоведущий. Сегодня у нас выпуск номер 110. Этот выпуск предназначен для студентов, чей уровень примерно А2, Б1. И я спешу представить вам нашу гостью. Это Екатерина Гуськова, автор разных учебников и пособий по русскому языку, преподаватель русского языка как иностранного, стендап-комик. Катя, привет, как дела? Привет, Сергей. Все прекрасно. Я рада быть сегодня здесь с тобой, с твоими подписчиками, зрителями. И 110-й выпуск. Это звучит Гордо. просто супер. И я прям сразу заволновалась, потому что это значит 110 успешных, красивых, интересных выпусков. Да, и значит, сейчас тоже нужно красиво и интересно. Мы должны это отметить. Шампанское в студию! В моих мечтах и фантазиях. Как обычно. Да, скажи, пожалуйста, как ты относишься к феминитивам? Я сказал стендап-комик, преподаватель, автор. Это не является нормой, но часто можно сейчас слышать комикесса, авторка. Мгм. Ну, феминитивы — это очень большая и очень дискуссионная тема, о которой любят говорить сейчас и лингвисты, и русисты, и филологи, и актеры, и писатели. Очень-очень такая э, дискуссионная тема, и поэтому я боюсь, что если я сейчас начну говорить об этом, то весь выпуск будет о феминитивах. Мой вопрос, я правильно тебя представил, Да, стендап-комик, автор, преподаватель. да, не авторка точно, и комикесса у нас используют сейчас на женском стендапе очень часто комикесса. Я, как Марина Цветаева, прошу называть меня, Марина Цветаева просила называть ее не поэтесса, а поэт, как Пушкин, да, я тоже хочу, чтобы меня называли стендап-комик. Это Отлично. звучит тоже красиво, гордо, и поэтому никакая не комикесса я. Я не обижусь, на самом деле. О стендапе мы поговорим чуть позже, но главная тема нашего выпуска. Друзья, в мае 2025 года появилось новое пособие «Русская лексика для жизни», уровень А2. И автор Екатерина. Катя, скажи, пожалуйста, как долго ты работала над этой книгой? Сколько времени ты потратила? Ой, спасибо за вопрос. Это меня студенты научили. Всегда говорят: Катя, спасибо за вопрос, теперь начинаем. Очень политкорректные студенты, так обычно говорят политики во время дебатов. Ну, у нас тоже бывают очень интересные жаркие уроки, поэтому они все пытаются быть политкорректными. Книга новая, действительно, но разговор о ней нужно начинать с 2022 года, потому что в 2022 году вышла книга «Русская лексика для жизни, теория и практика», уровень B1+. Которую мы со студентами очень любим и часто используем. Спасибо. Вот именно поэтому я ее написала тогда не одна, я написала ее в соавторстве с Вероникой Войсковской, и вот как раз очень приятно, что ты сказал про своих студентов. Мы получили большое количество писем, имейлов, сообщений, отзывов в интернете, вживую, когда разговаривали, и всем очень понравился формат. Это оказалось очень нужным материалом, очень нужным, потому что на тот момент было очень много книг по грамматике, и практически не было такой большой комплексной книги по лексике. И нас начали спрашивать, а когда будет А2? Планируется ли книга А2? И дальше я должна сказать, что каждый раз, потому что это уже моя четвертая,
Если еще считать те книги, которые я писала для университетов, то это чуть ли там не 6-я книга на самом деле. Просто как бы мои любимые книги, которые написала только я, их всего 4. Твои дети, можно сказать, дети. Мои любимые дети. И каждый раз, когда я выпускала книгу, первую книгу написала, вторую книгу написала, третью. Каждый раз я себе говорила: Катя, отдыхаем минимум. Ну, я говорю себе мы, да, как бы я и мои другие Кати. Ну и кот тебе помогает. И кот, да, конечно, он главный редактор, он все просматривает. И я себе каждый раз говорю: Катя, это не последняя, но это книга, и сейчас она вышла, мы отдыхаем, минимум 5 лет. Все, берем отпуск, все, устали писать, зачем тебе это, у тебя есть уже написанная книга. И каждый раз проходит минимум, я бы сказала так, максимум неделя, я просыпаюсь, и у меня уже новая идея, и я уже сажусь писать. Вот, поэтому эту книгу «Русская лексика А2» я начала практически в 2022 году, как только вышла B1+. И давай посчитаем: 2022 раз, 2023 2, 2024 3. Вот уже в 2024 году книга была уже закончена. Там, как ты понимаешь, потом идет вопрос дизайна, верстки, технические моменты, и потом уже все официально она вышла в 2025 году в издательстве, как и в прошлый раз, в издательстве Санкт-Петербургского государственного университета. Такое серьезное учреждение. Конечно же, они очень-очень долго и серьезно читали и искали все ошибки, методические некорректные места, чтобы прям была вот конфетка. И конфетка получилась. Дай бог, я жду, и для меня каждый раз я очень-очень всегда жду реакции людей. Мне она нужна, причем мне нужна она не только положительная, но и негативная тоже, потому что негативная реакция позволяет понять, где можно сделать книгу лучше, как, может быть, куда, может быть, поменять вектор, какие-то изменения. Поэтому для меня, как для автора, самое главное, чтобы была реакция, и поэтому на данный момент она только вышла, и я очень-очень жду твоей реакции, между прочим, тоже, когда ты начнешь работать по этой книге, когда твои студенты тоже посмотрят и скажут: это супер! Вот, а если скажешь не супер, то... Я напишу: Катя. Нет, я с тобой больше не буду разговаривать, я тебя удалю из всех своих контактов, я все... То есть я не могу написать: Хьюстон, у нас проблема, Катя, у нас проблема. Ты, конечно, можешь все, но не факт, что я тебе отвечу. Окей, хорошо. Друзья, значит, как вы поняли, если ваш уровень А2 или уровень Б1, и даже если ваш уровень Б2, и вы хотите повторить то, что вы уже учили, может быть, забыли, эта книга для вас. Поговорим о темах. Я посмотрел набор тем, список тем. Темы прекрасные, полезные. Скажи, пожалуйста, давай, во-первых, перечислим некоторые темы, которые в этой книге есть. Да, смотри, некоторые темы повторяются, потому что они, очень универсальны и для уровня B1, и для уровня А2. Там, не знаю, какие, давай вместе мы накидывать: семья, еда, квартира, да, хобби, музыка, кино, да, это те темы, которые, они настолько универсальны, что они каждый раз повторяются на каждом уроке, на каждом курсе, поэтому здесь что-то нового, вот как бы есть стандартный набор тем, но есть и новые темы, которых нет в B1+. Да. Во-первых, нужно сказать, что есть строгий стандарт, да, и мы, преподаватели, авторы пособий, книг, не можем изобретать велосипед. Есть определенный набор лексического минимума, тем, и, собственно, мы уже как поезд должны ехать по этим рельсам, но придумывать что-то свое. Мне очень понравилось, что я посмотрел те бесплатные фрагменты, которые есть в интернете. Мне очень понравилось, что, например, открывается пособие темой этикет, кажется, да? Да, вот этой темы не было в B1, да. И мне понравилось, что, в принципе, там есть повторение курса А1, то есть там есть достаточно простые фразы приветствия, которые
студенты на уровне А2 уже должны знать. Я очень люблю и как преподаватель, и как студент, когда в учебниках и в пособиях есть повторение того, что студент должен знать. Поэтому, мне кажется, это отличная идея. Иногда студенты так фокусируются на новых знаниях, что элементарно на уровне B1 не могут спросить, например, сколько сейчас времени. Угу. Они настолько сфокусированы на глаголах движения. Да, у меня был студент, который политик, ну, как, давай не политик, дипломат, он работал в посольстве, и он знал слова «беженцы», там, международный конфликт и так далее, но не мог заказать рыбу в ресторане. И для меня это был такой шок, что у него нету базовой простой лексики. Кстати, да, ты очень здорово, что спасибо, что заметил. Очень приятно, когда готовятся, когда смотрят. Вот это да, это не деньги, это типа сердечко, я знаю, Да. я знаю. Если вы нас не смотрите на YouTube, а слушаете на какой-нибудь платформе, мы показываем корейское сердечко. Да, для меня это, кстати, подай денег. Ну ладно, это я свое турецкое прошлое вспоминаю. Очень здорово, что ты заметил. Катя жила и работала в Турции, кто не знает. Да, да. Там, когда я делала пособие, я ориентировалась на студентов уровня А1 и А2. Объясню сейчас. Если мы делаем русская лексика для жизни только уровень А1, там очень мало слов. Ну, вот прям действительно, там получится книга на 10-15 уроков, и это будет, там, не знаю, 20 страниц, 20-30 страниц. Вот. И поэтому, ну, это неудобно, некомфортно, зачем такое писать, поэтому я решила взять уровень А2, но эту книгу, конечно же, могут использовать и студенты А1, А1 плюс и А2. И А2 у меня получилось всего 40 тем. Это, ну, неплохо, потому что B1 плюс у нас было 55 тем, ну, потому что это уже очень продвинутый уровень. А2 – это 40 тем, и, как ты правильно заметил, как ты правильно сказал, есть стандарты, и когда я пишу книги, я на эти стандарты опираюсь, то есть у меня был рядом со мной лексический минимум, я его открывала, смотрела по каждой теме, какие есть слова, их использовала, плюс еще где-то добавляла какие-то новые слова, или, ну, когда я чувствовала, что каких-то слов не хватает, они нужны сейчас, и было бы здорово, если бы наши студенты их знали, и я туда их тоже добавляла от себя уже. Отлично. Давай расскажем, как выглядит глава этого пособия. Обычно моя любимая часть в твоих пособиях — это, конечно, последняя часть с вопросами, потому что я очень люблю, когда студенты говорят. Но это последняя часть, обычно вопросы для закрепления материала. Да? Начинается глава с чего? С лексики. Да, у меня, кстати, есть книга, я сейчас смогу ее принести, если... Давай. Сейчас тогда я очень быстро исчезаю. Пока Катя приносит свое пособие, дорогие друзья, хочу напомнить вам, что вы всегда можете стать моим студентом. Заходите на сайт russianradioshow.com, и вы можете заказать урок со мной. Или вы можете стать участником нашего русского разговорного клуба. Все подробности на сайте russianradioshow.com. Катя снова с нами. Так, покажи в камеру свою красивую книгу. Та-дам! Да, значит, тут она такая зелененькая, у нас B1 была синенькая. Да, устроена она точно так же, как и уровень B1. То есть у тебя есть 2 страницы, каждый урок – это 2 страницы. Ну, каждая тема, давай так. На первой странице слева это какая-то новая лексика, это могут быть иллюстрации, это могут быть небольшие тексты, новые слова, они маркированы таким жирным черным цветом, это все можно видеть. И справа у тебя есть задание, где ты эту всю лексику отрабатываешь. Вот это, ну, тема одежда, обувь, вот, например, какой-то еще могу... праздники тоже, да, вот здесь, соответственно, праздники какие есть, какие отмечают в России, есть большой текст с разными словами, тоже есть, как пишется поздравительная открытка, и, соответственно, Отлично. Тоже есть справа задание. Кстати, по поводу новых тем, да, ты правильно заметил, что есть тема из новых, то, что не было в B1 этикет, хотя, казалось бы, в
А2 не должно быть новых тем, которых нет в B1, но есть этикет. Я подумала, что это очень важная тема. Это как поздороваться в России, как сказать «до свидания», как познакомиться. Очень простая лексика, но она нужна. И важна. И важна. Из нового, знаешь, это было очень-очень неожиданно для меня. Я вспомнила, я поняла, что у нас в русской лексике B1 нет темы «история». А при этом очень много слов, которые студенты используют, касаются темы истории. Там король, император, руководить, страна, приказать, основать город, стать столицей, там, я не знаю, разрушить, битва. Вот какие-то такие вещи, которые... Кстати, вот эта тема, она может быть хорошо и интересна. Она может быть интересна студентам B1 тоже. То есть студенты B1 могут тоже какие-то новые темы брать. Вот, да, то есть я написала такую интересную тему «История». Отлично. Вот здесь, да, и, соответственно, тоже есть лексика. Из новых тем еще, кроме истории, ты знаешь такую... Нет, сразу это риторический вопрос. Давай. Ты же знаешь такую тему, как глаголы НСВ и СВ? Читать, прочитать... Слышал, да? Есть такое. Что-то такое где-то я слышал, что-то такое есть в русском языке, чего боятся все студенты. Садомаза русская, я бы сказала так. БДСМ русского языка. БДСМ, да, для тех, кто любит пожестче, вот, для этой красной комнаты. Значит, традиционно это тема грамматики, правда? Да. Но я подумала, что при этом слова СВ, они все-таки как новые слова, потому что их нужно учить читать, прочитать, писать, написать. Они выглядят и звучат очень по-разному. И, в принципе, это лексически тема процесса результат. И поэтому в книге для лексики вдруг появляется тема процесс и результат. Отлично. Где я даю список и распределяю по таблицам, как лучше запоминать разные глаголы НСВ, СВ. И здесь есть очень компактные, очень хорошие наглядные упражнения на тему НСВ. И что ты сделал, и твой, значит, ежедневник. Да, но на этом я не остановилась. Я пошла дальше. Какая еще грамматическая тема трудные для иностранцев? Скажи мне, пожалуйста. Глаголы движения. И на уровне А2 уже появляются первые приставки. Входить, выходить. Да. Я решила, что движение – это тоже, да, та грамматическая тема, которую, может быть, очень грамматикализируют, и мне бы хотелось, чтобы ее изучали не только как с точки зрения грамматики, а больше, наверное, как лексику, потому что в многих языках глагол «идти» и «прийти» – это просто разные слова. Да. Это не проблема, это не вопрос грамматики. Поэтому я решила сделать вот так вот все красиво. Да? Здесь есть мой день, глаголы, движения «прийти», «пойти», «дойти», «выйти», «зайти». Да? Здесь и транспорт, и тоже есть много заданий на глаголы движения. Дальше, если ты не устал, Нет. Осталось чуть-чуть из нового, что тоже новинка. Я делаю пиратские скриншоты. Я шучу, конечно. На самом деле это было, значит, 39 уроков я написала, и у меня был кризис. Потому что я поняла, что все, я написала все, что хотела, все темы сделаны, 39 уроков, 39 тем как-то, не очень красиво оставлять. Вот, там еще количество страниц. И я подумала о том, что было бы, может быть, не лишним, тоже достаточно полезным написать раздел словообразования. Потому что во многих, например, учебниках, пособиях, допустим, английского языка, тема словообразования, она рассматривается с точки зрения лексики. И поэтому очень компактный небольшой урок по словообразованию, просто очень элементарные вещи, какие существительные, как образуются прилагательные и наречия. Тоже я решила сделать. Это просто, чтобы у наших студентов была языковая какая-то такая, вот эта чуйка, чтобы чувство языка появилось. Вот. И если мы говорим еще о
так, ноу-хау, да, Мгм. что было именно вот в А2. Значит, мои студенты, которые занимались по уровню B1, они сказали, все нравится, все, но когда мы хотим повторить, мы хотим не листать вот эти большие тексты с новыми словами, мы хотим список слов. Это важно, это важно. Я сначала такая, зачем вам эти списки слов? Вы, вот эти, я не люблю приложения, где просто какой-то список слов, это же не отработка. Они говорят, да, но мы хотим просто видеть для каждого урока компактно все новые слова, чтобы мы могли видеть их. Я потом еще подумала, что это удобно и комфортно преподавателю, когда он будет делать тест, например, да, чтобы не читать еще раз книгу, он может просто открыть список слов и... Поэтому я составила, называется это словник. Вау. Для каждого урока просто компактно выписаны все лексические единицы, все Мгм. слова. И не просто выписаны, но и что, как ты думаешь? QR-код. Озвучены мной. Да, Отлично. потому что я подумала, что еще пусть они услышат, как я говорю. Отлично, это хорошая идея. Аудио — это всегда хороший бонус к любому учебнику, к любому пособию. Скажи, пожалуйста, вопрос, который может появиться у тех, кто сейчас нас смотрит или слушает. Можно использовать это пособие, если человек изучает русский язык самостоятельно? Или лучше с преподавателем? Я думаю, что это пособие может использовать человек, который изучает русский язык. У него есть курс с преподавателем, он занимается грамматикой, он занимается аудированием, письмом, говорением, то есть все комплексно там, да, разрабатывает все свои навыки, скиллы. Но он понимает, что ему не хватает, у него мало активного словарного запаса, мало слов, и он может брать эту книгу, в принципе, и заниматься по ней Мгм. самостоятельно, без преподавателя, потому что сзади есть ключи, сзади есть ответы. Каждому уроку тоже я делала ключи, поэтому здесь ты просто каждый урок там открываешь, смотришь, здесь не нужно, знаешь, преподаватель, чтобы объяснить значение слов. Ну, согласись. Да? Конечно, Вот, конечно. и здесь ты дальше делаешь сам, если что-то не понимаешь, ну, ты можешь, в принципе, использовать переводчик, потом посмотреть ответы, поэтому я, в принципе, думаю, что это очень хороший момент такой для студента изучать, именно работать над лексикой без преподавателя. Мгм. Дорогие друзья, Google вам поможет найти несколько сайтов, где можно заказать, купить эту книгу. Да-да-да. У меня, кстати, я подумала о том, Мгм. что раз это 110-й выпуск, Так, и уж хочется сделать этот выпуск особенным, потому что, так. ну, не только потому, что в нем я, вот, но и потому что какой-то подарок хочется тебе в этот выпуск оставить. А подарки мы любим. Да, смотри, ты можешь сейчас назвать любую тему, какую ты хочешь, какая тебе нравится, и какой тебе, может быть, нет, или твои студенты очень часто просят, и я отправлю тебе PDF этой темы из книги А2. Это будет секретный спойлер PDF, и этим PDF ты можешь поделиться со своими студентами, со своими подписчиками. Любая тема, я могу тебе, если хочешь, прочитать список, или ты там можешь прям вспомнить. Мне кажется, что у меня... Вообще, у меня есть соблазн сейчас просто назвать номер. Номер какой-нибудь темы. Дай подумать. Так, я сейчас посмотрю, что... У нас есть... Все, я знаю, какая тема. Я после записи интервью иду в фитнес-клуб заниматься спортом. Тема спорт! Прекрасно все это. Это прекрасный выбор. Я чувствую Да! себя как в ресторане. Итак, 31 раздел – это тема спорт. Я отправлю тебе PDF 2 страниц, то есть это ровно 1 урок. Супер, спасибо за этот подарок. Друзья, ссылка будет внизу в описании. Вы можете скачать и посмотреть все материалы из этой главы номер 31 «Спорт». Последний вопрос. Ты стендап-комик.
иногда в своих социальных сетях ты публикуешь фрагменты выступлений, и я слышу, что часто ты рассказываешь о студентах и о своей работе преподавателем русского языка как иностранного. То есть это тоже тема твоих стендапов. Как получилось так, что ты стала стендап-комиком? Потому что я честно тебе скажу, когда я увидел твою первую книгу, во-первых, она мне очень понравилась, и на последней странице или на обложке была твоя фотография с биографией, и на фотографии сидела серьезная женщина. Да, черные волосы такие, да, короткая стрижка. Я подумал, серьезная женщина, наверное, Академ. станет, да-да-да, деканом университета точно станет обязательно. И я узнаю, что ты стендап-комик. Как случился этот клик, что ты попробовала себя в этой сфере? Я думаю, что это всегда было во мне. Просто когда ты закончил сначала университет, ты ищешь себя, наверное, профессионально сначала, да, мы все всегда начинаем самоидентификацию очень часто с профессии. Мы закончили университет, да, вот моя работа, я вот смотрю, какой я профессионал, и моя работа не моя профессия. И когда я нашла себя в профессии, когда я поняла, что я знаю, что мне нравится делать в профессии, я знаю, что я эксперт, я знаю, как обучать студентов, мне все стало понятно в моей работе, появилось желание второй самоидентификации, да, а кто я еще, кроме преподавателя. И я всегда вела свои уроки с шутками, как комик, старалась сделать так, чтобы студентам было весело. Это важно, это очень важно. Конечно, это такой антистресс. И я стала замечать, что я очень часто делаю такие смешные комментарии, и очень много историй, о которых мне хочется рассказать. И я понимаю, что у меня немного нестандартный фильтр, потому что многие русские не понимают наш с тобой фильтр. Мы с тобой смотрим на русский язык глазами иностранцев, а наши носители русского языка, они думают, первое, иностранцы изучают русский язык. Второе, как иностранцы изучают русский язык? То есть они знают, как изучают русский язык в школе, да, русские школьники, а как изучают иностранцы. А у нас этот фильтр уже есть, и я подумала, что это очень интересно, если я начну об этом рассказывать, и рассказывать о себе, о своей жизни, о том, как я работаю с этими иностранцами. И я начала писать шутки и выходить на сцену, и да, сейчас я чувствую... Я расскажу, значит, такой момент. Я раньше всегда говорила, что я преподаватель, Так. А комик – это хобби. Так. А теперь я начала говорить, я преподаватель и комик. То есть у меня появился союз «и». Не я как бы преподаватель, а в свободное время иногда комик, а я преподаватель и комик. Да, поэтому я думаю, что это может быть какой-то моей новой профессиональной вехой. Об этом мы обязательно поговорим в следующем интервью, потому что тему стендап-комиков, вообще этого очень популярного движения, не побоюсь этого слова, нужно обсуждать отдельно. Катя, спасибо тебе большое за то, что нашла время, за отличные учебники и пособия, за подарок. Спасибо. И до новых встреч! Да, спасибо тебе большое, Сергей, что пригласил меня. Мне всегда приятно к тебе приходить, всегда приятно с тобой разговаривать, поэтому большое спасибо, очень приятно. И всем твоим студентам желаю просто успеха и эффективных уроков, конечно же, с моей книгой. Друзья, спасибо, что смотрели, что слушали. Я Сергей, ваш учитель русского языка и радиоведущий. Изучайте русский язык с удовольствием и с Русским радиошоу. Пока.